С этого момента я ненавижу мульти-лейаут платы на нижнем ряду. Честно сказать, мне нравится тенденция полностью скрюлес клавиатур, но все же Cycle не полностью скрюлес. На мой вкус татпулы оказались значительно вкуснее, чем стрипсы. Но наггетсы все равно лучше. Cycle 7 клавиатура с отличным кейсом, великолепным форм-фактором и очень приятным звуком. Ее невероятно легко разбирать, и здесь зеркало на задней части. В Cycle 7 используется так называемая Easy Assemble структура, ну а если по-русски, то быстроразборная конструкция. Защелки выполнены при помощи металлических шаров и магнитов, что, на мой взгляд, невероятно удобно и идеально подходит мне, человеку, который может за день пересобрать клавиатуру несколько раз. Данную клавиатуру я хотел на протяжении полугода, и вот, наконец, я смог ее заполучить. Клавиатура выпускается под брендом TKD или Trace Kit Design, в который входят Vertex и Equals. Соотношение цены-качества у этой клавиатуры просто невероятное. За версию с анодом и хотсвап платой ТКД просят всего лишь 147 баксов. И я не знаю, что может быть лучше за такую стоимость. В комплект входят стабы C3 Equals с невероятным количеством проставок, полимоды там всякие, наклейки на плату и прочее. Вижу необходимым сказать, что стабы сложно назвать хорошими, так как вы столкнетесь с стикингом и многими другими проблемами. И Holy мод вам ничем не поможет. Меня не сказать, что сильно беспокоит небольшой призвук от стабов, поэтому комплектные стабы пойдет. В комплекте также есть пуллер, прямой кабель, кейс-фом, PE-фом, что-то еще. Плейтфом, ну вы поняли. Проставки для двух видов маунта, затычка для флекскатов, в котором у меня остаются несколько вопросов. Для чего нужно было резать стекловолокно, чтобы потом его затыкать? Ну и последнее, алюплейт и PCB-тримод, без аккумуляторов и донгла. Так уж вышло, что при заказе с Гуфиша новой платы предыдущий владелец не заметил, что она тримод, что меня абсолютно не напрягает, так как 1000 Гц у PCB на месте. У моих товарищей, конечно, возникли некоторые проблемы с софтом ТКД, а именно с настройкой нижнего ряда, где, на удивление, не получается настроить Win-клавишу на что-либо другое. В общем, софт пока кривоват, я думаю, таким и останется. Но как у меня это обычно заведено, я один раз открываю софт, настраиваю и полностью забываю о нем. Что же по корпусу? В моем случае это WinKey кейс с ТКД коатингом в кремовом цвете. По факту ТКД коатинг это тот же самый электрофорез, и я не смог найти ни на гикхаке, ни на клик-клак, что там такого уникального. Тупо приятный шершавенький коатинг. Корпус крайне лаконичен, приятные сбалансированные грани и углы клавиатуры, что мне нравится. Однако есть деталь, которую я считаю абсолютно бесполезной, и это светящаяся панелька на TKA-кластере. В целом меня не сильно корежит от ее наличия на корпусе, так как она вполне адекватно размещена, но без нее было бы куда лучше. Соотношение сторон клавиатуры приятное, как и спейсинг между 60% кластером и TKA-кластером. На задней части расположен эндгрейвинг с названием клавиатуры и зеркальный стальной вес. Теперь у владельцев этой клавиатуры появится возможность посмотреть в зеркало, не отходя от рабочего места. Ну а внутри корпуса у нас находится латунный вес, на левом из которых выполнена гравировка логотипа ТКД, а на другом название линейки клавиатур. Теперь я вижу смысл рассказать вам о маунтах, которые здесь присутствуют. Безусловно, и тот, и другой маунт крайне похожи по своей сути. Isolation со стрипсами и татполоподобные бобы. И оба этих варианта ощущаются совершенно по-разному. В то время как стрипсы создают максимально плотное ощущение от печати с точки зрения мягкости, звук у нее в это же время становится более приглушенным. И бобы, ну или татполы, в которых я расспрашивал всех, до кого могут дотянуться, потому что я не вижу большой разницы между татполами Geonworks и бобами на сайкле, так как по принципу работы это практически одно и то же. Что же из себя представляют эти татполоподобные бобы? Это силиконовые цилиндрической формы проставки, которые просовываются в плейт и встают в углубление в корпусе клавиатуры. С ними печать ощущается намного мягче и громче относительно стрипсов. Помимо этого, плата контролируемо гуляет в корпусе. Это немного не тот случай, как был на Q9.
Не знаю, видно или не видно. Здесь это ощущается контролируемо и приятно, а главное не долбится о внутреннюю часть корпуса. На мой вкус статпулы оказались значительно вкуснее, чем стрипсы. Но наггетсы все равно лучше. Поэтому все время перед обзором я пользовался этой клавиатурой именно на бабах. С этого момента я ненавижу мульти-лейаут платы на нижнем ряду. Когда я переставляю свечи, я каждый раз ставлю их симметрично, что в корне неверно, потому что с одной стороны они стоят северным диодом, а с другой южным. И все по причине поддержки 6.25 пробела, что я абсолютно не понимаю, и это максимально нелепо для такой прекрасной клавиатуры. Кто вообще в здравом уме поставит 6.25 на клавиатуру 70% формата, я этого не понимаю. Ну, например, все. Кто все? Ты тут один. Раз я притронулся к лейауту, то нужно поподробнее о нем. Это FRL TKL, что означает F-row less, на F-ряд меньше. Это вполне себе удобно и комфортно, так как появляется целый макропад для полезных функций. Лично я забиндил управление мультимедией и громкостью. Ну а физическими стрелочками я больше не пользуюсь после опыта с QK60. Мне невероятно нравится процесс пересборки этой клавиатуры, так как он не приносит практически никаких неудобств, кроме как с точки зрения мульти-лейаута и шлейфа. Да, конечно, шлейф неудобный. Каждый раз нужно изгибаться невероятным образом при подключении кабеля, и это несколько раздражает. Единственное, чего в этой клавиатуре, на мой взгляд, не хватает, так это магнитных коннекторов. Так бы она была просто идеальной. Реализация сразу двух фишек быстрой разборки присутствует на Neo 80. Но я не думаю, что Cycle вы будете пересобирать так же часто, как Neo, с таким-то немыслимым количеством маунтов. Честно сказать, мне нравится тенденция полностью скрюлess клавиатур. Когда за весь процесс сборки ты даже не вспоминаешь о том, что тебе нужна отвертка. Но все же Cycle не полностью скрюлess, так как прикручивать стабилизаторы все же придется. Также у клавиатуры есть еще одна неприятная особенность, о которой я должен сказать. Пожалуйста, не пересобирайте эту клавиатуру, оставляя ее в корпусе, если вы не используете шумоизоляции, потому что весь ваш красивый вес будет поцарапан. Что я, собственно, и сделал. Изначально я был уверен, что это попросту невозможно, но как же я ошибался. В целом, мне жидкокристаллически насрать на коски на внутренней части клавиатуры. Просто хочу, чтобы те, кого это сильно беспокоит, знали об этом. Чтобы этого избежать, нужно полностью отключать плату и вынимать ее из кейса. Тогда вы ничего не поцарапаете, все будет в порядке. Это я просто гениален. Комплектные стабы с толстым холли-модом, два вида свечей на тест, а это Cherry и Max Black, с фильмами Death Case и позолоченными пружинами весом в ботами 67 грамм и длиной в 15 мм. В целом эти шушунчики получились совершенно другими, в отличие от тех, что были в ролике про QK60. Все из-за разного метода смазки и разного веса пружин. И Rock Jersey, который я давно хотел попробовать, так как по тайпингам они мне очень понравились и на бумаге были очень интересны. Спринги стоят на один стейдж 22 мм и весом в ботами 53 грамма. Материалы помхаузинги и загадочный POG-стем. Мой интерес также вызвало и практически полное отсутствие вобла стема, так еще и их цена. А это сущие копейки, что-то там в районе 1500-2000 за 70 штук. С учетом полного отсутствия призвуков в стоке, в отличие от клонов Заку из предыдущего видео, Текси Бучи, пародии Заку, которые хоть и стоят примерно так же, но имели проблемы с тонкими лифами. Или просто хреновыми лифами. Здесь этой проблемы я так и не смог обнаружить, поэтому я их чертовски рекомендую. Ну а кейкапами выступают не совсем идеально попавший в Color Match Armor Suit Purple Emperor с ПБТ с сублимацией. Хватит собирать безвкусные клавиатуры. Тайпингов будет по 4 на каждых переключателях. Я не знаю, зачем я это сделал. Мне кажется, было достаточно двух, потому что там только два нормальных, которые мне нравятся. Ну, за это можете там на канал подписаться. Да. Я это только для вас сделал, честно. Мне было неинтересно засовывать в нее шумоизоляцию. Кирилл, привет! Это Пригожин Женя.
Как итог, могу сказать, что мне больше всего понравился фомлес вариант на бобах с хиперглайдами. Я остался полностью доволен клавиатурой в каждом ее аспекте. Маунт ощущается максимально приятно на мой вкус, без шумоизоляции клавиатура звучит великолепно, и это по сути удовлетворяет все мои потребности. Покрытие также крайне приятное. Хотя я бы скорее предпочел фиолетовый анод, но в целом меня это слабо беспокоит на данный момент. Софт меня тоже устроил во всем, хотя предыдущий владелец и еще один из владельцев с нашего Дискорда испытывали проблемы с настройкой перехода на другой слой. Дизайн клавиатуры также не оставил меня равнодушным. Крайне приятное соотношение сторон клавиатуры, довольно приятно вписанная светящаяся панелька на правой грани, хоть и попросту бесполезная. Однако в любом случае лучше, чем на Cycle 8. Клавиатура меня порадовала всеми возможностями, которые она предлагает за эту цену. И я, несомненно, могу ее порекомендовать. Ну а пока можете написать в комментариях, на какую клавиатуру вы бы хотели обзор. Можете там на Бусти подписаться, чтобы обзор был пораньше и побыстрее. Но это уже решать вам. Спасибо.